Привет! На этот раз видео про переезд. Про переезд в целом, про мой личный опыт переезда в Мексику. Честно признаюсь, не уверена, что любая история может быть настолько шаблонной, что подойдет вам от А до Я. Но в любом случае буду рада, если какие-то наблюдения и советы будут полезными, если вы собираетесь переезжать, тем более в Мексику. Начнем сначала. Я убеждена, что решение о переезде, оно должно быть сугубо личным. Может быть, звучит банально сейчас для вас, но если вы задумаетесь, здорово переезжать кому-то, за мечтой кого-то, но если это ваше решение, выстраданное или взросленное в мечтах, планах за какое-то продолжительное или не очень время, здесь не важно, но именно вами, не скажу, что это избавит вас от сложностей, с которыми вы обязательно столкнетесь, это нормально, что избавит вас от чувства одиночества, от сомнений, от страхов. Это тоже нормально, и я об этом расскажу. Другое дело, что те ошибки, те решения, те изменения, которые вы примете в свою жизнь, только потому что это ваше решение, а не вы за кем-то переехали, а дальше сложилось не так, как вам хотелось, а сложиться так может в любом случае. Так вот, какие-то сожаления, соблазн обвинить некую фигуру в неправильно принятых решениях за то, что вам пришлось изменить всю свою жизнь, а с ее стороны вклад неравноценен и так далее. Это просто для примера некие ситуации, которые могут возникнуть. Вот когда это ваше решение, вы иначе взвешиваете и свои ошибки, и то, что дальше произойдет. Вы это сделали, да, вы разрешили себе принимать в данной ситуации, при сложившихся обстоятельствах, именно это решение, потому что оно было лучшим на данный момент. И даже если вы передумаете, да, такое может быть ровно в тот момент, когда вы принимаете решение о переезде по определенным критериям, факторам, лучшим для вас, визу проще сделать, климат больше нравится, есть опыт переезда у друга, и, кажется, условия подходят, язык не раздражает, и вы, допустим, на нем говорите. Ну и так далее. Стоимость аренды жилья – это вот то, что оголяется при принятии решения о переезде. Можно мечтать о прекрасной Барселоне, как я мечтала, например, но в разгар пандемии и по визовым вопросам я приняла решение приехать именно в Мексику. Расскажу чуть позже и подробнее об этом, но сейчас я хотела сказать, что первое и важное – это решение должно быть вашим от и до. Обязательно будут те люди, даже ваши лучшие друзья, которые не будут понимать, ни почему это сейчас случилось с вами, ни почему именно эта страна была выбрана, а не какая-то другая. Согласитесь, если вы в своем инстаграме рассказываете о переезде к прекрасному швейцарцу на его виллу на Женевском озере, тут ни у кого вопросов не возникнет. А ровно в тот момент, когда, опять же, лучшим для вас было решение именно такое, и не швейцарец, и вообще никому, а в моем случае в Мексику, обязательно найдется один-два, а то и больше людей, которые, да, попытаются тебя поддержать, но дальше будет вот та самая «но», и за ним следовать «но я не понимаю». Но правда в том, что честно и откровенно не нужно, чтобы кто-то понимал. Потому что вы один остаетесь со своими решениями, со своими проблемами, даже со своими радостями. Здорово, что на вашем жизненном пути так или иначе будут люди, которые смогут за вас порадоваться, поддержать в сложной ситуации, но нельзя на это рассчитывать. Если вы рассчитываете только на себя, а дальше будут те прекрасные люди, которые обязательно разделят с вами не только горе, но и радость, ну и прекрасно.
прекрасно, да, это действительно поддерживает, но без этого тоже должно все получаться. И вот это вот сильное желание, которое точно больше страхов, что передумаете, страхов, что сделаете неправильный выбор, страхов, что завтра не хватит денег на съем квартиры, страхов, что кто-то где-то обманет, а рядом нет друзей, рядом некому позвонить и так далее. И точно будет страшно. Будет страшно, что вы сделали неправильный выбор. Будет страшно, что вы передумаете, придется возвращаться. А со страхом я лично разобралась одним единственным способом. Во-первых, точно сильное желание. Это решение я принимала не для кого-то, не ради кого-то, не для того, чтобы кому-то было понятно, оно было понятно мне. И мне хотелось этого больше, чем было страшно. А страшно было, естественно, за все, что не хватит денег, что никогда не найду работу, что будут сложности с визой, что рядом не будет друзей. Но я не говорю про какую-то даже материальную помощь, а вот про то самое плечо, что я не одна. Вот это ощущение часто дает, может быть, где-то даже иллюзию стабильности, и страхи утихают. Но со страхом я справилась одним единственным способом. Я разобрала его на запчасти. Окей. Страшно, что выбор будет неправильным. Окей, может такое случиться. Запросто. Ровно по той простой причине, потому что, когда ты принимаешь решение о переезде, я уже сказала о тех достаточно важных факторах, которые я поставила в тот самый список. Да, вот это важно, да, вот это для меня важно. Климат, люди не раздражают, ментальность не раздражает, как звучит язык. Я его учила, ну, скажем так, я его учила не так, что я прям переехала готовенькая и со всеми тут болтала. Вовсе не так, кстати говоря. Виза. Виза в Мексику для туристов – это не правило, но виза для туристов максимально ставится штамп на полгода, на 180 дней. Это не правило, визу могут поставить на меньше, и это такой некий сюрприз, когда вы уже выходите из аэропорта, и вот эта вот финальная встреча с таможенным офицером, он принимает решение, задавая вам вопросы, на какой срок поставить визу, и это может быть сюрпризом. Но максимально это может быть 180 дней. Дальше окей. Может поставить на срок поездки. Опять же расскажу, что с этим делать. Можно передумать. Да, возвращаясь к одному из страхов, что ты можешь передумать, потому что даже побывав в стране, не путаем туризм с эмиграцией, это разные вещи, сюрпризов может оказаться много. И вы никогда не знаете, к каким выводам вы придете, какие ощущения будут. Но это вот как раз тот случай, что не надо обо всем сразу глобально думать. Есть какие-то некие понятные приоритеты, которые важны. Но вы можете передумать, потому что, по большому счету, вы не знаете, с чем вы столкнетесь, вы не знаете, справитесь ли вы с этим или нет. И это тоже нормально. Так вот, с этим страхом я разобралась очень просто. Разбираешь на запчасти, да, окей, чего боишься? Что самое страшное произойдет? Я передумала, что самое страшное произойдет. Я буду в депрессии, ничего не будет получаться. Окей, дальше что самое страшное произойдет? Тебе придется вернуться в Россию. Окей, опять же, я не знаю вашу ситуацию, я переезжала одна. Всегда может быть разные составляющие. Но вы сами для себя решите, что самое страшное будет. Что вам придется собрать вещи и переехать в какое-то другое место, о котором вы думали как о плане Б. Страшно? Ну, да, может быть сложно, естественно, не на раз-два, но вот прям не так страшно. Или вы вернетесь в свою страну, откуда все начиналось, да, передумали. Да, это нормально остановиться и не тупо идти за первоначальным принятым решением, даже если не нравится и видите, что очевидно не получается. Это нормально остановиться, передумать. Окей. Какой дальше страх может оказаться? Что вам не хватит денег, что вы никогда не найдете работу. Ну, я признаюсь, что этот страх у меня был и в Москве. Окей.
речь не о том, что вокруг меня в Москве были сплошь спонсоры, да, была стабильная работа, но работа теряется, накопление тратится. Да, в другой стране немного другое ощущение, мягко говоря, в связи с этим. Но это тот страх, который с вами будет долгое-долгое-долгое время. И я советую с ним подружиться, принять его как некую нормальность, принять его как некую мотивацию, думать, креативить в том смысле, что дальше делать, где и как быстро найти работу, чем заниматься. И вы знаете, в этом состоянии мозг работает на таком сверхтоповом уровне, когда быстро отметаются некие вообще неважные приоритеты, которые вам раньше казались, и все расставляется по своим местам, и вот это вот достаточно сильная мотивация, то есть трансформировать этот страх больше в мотивацию. Я сейчас делаю ровно то, что делали мои друзья, когда я уезжала и объявила о том, что вот билет, вот дата, и я уезжаю. Часть из них, они начали делиться своими страхами. Как в таком возрасте? О боже. Тебе вообще надо семью заводить, не знаю, 3 собак, и вот это было бы понятнее. А ты все оставляешь, хорошую работу, планы на будущее здесь, именно в этом городе, и в Мексику. Ты с ума сошла, там же людей на улицах стреляют. Так я про то, что, очевидно, люди делились своими собственными страхами, а ко мне они не имели никакого отношения, иначе я бы сама с собой никогда бы вот это вот решение не приняла. Что точно с вами будет? Вот это чувство одиночества, что нет семьи здесь, нет друзей, и правильное решение приняла. Оно укрепляется тем, что даже если, не даже если, у вас точно будут появляться люди, которым приятно разделить чашечку кофе и приятный разговор. Но другой язык. Я здесь не стремилась окружить себя русским сообществом. Ну, честно говоря, русские есть в Мехико, где я нахожусь. Но больше всего это Плая дель Кармен, Канкун. Ну, наверное, по понятным причинам, что ты уехал из большого холодного города, и хочешь поближе к чему-то кардинально другому. Ну, я человек большого города, я могла, в общем-то, и в Канкуне поселиться, и Плая дель Кармен, наверное, что-то небольшое, симпатичное, но совершенно не моя история, тут как бы все про себя надо понимать чуть-чуть заранее. Хотя, знаете, всегда можно поменять первоначальное решение. Попробовали большой город, дальше путешествуйте. Переезжаете, также нужно снимать квартиру, также нужно искать работу, также нужно обрастать связями и комфортными для жизни людьми, с которыми, опять же, можно разделить приятные разговоры, спросить совета у тех, кто переехал раньше, знает больше. Это тоже важно. Так вот, по поводу делиться страхами. С моей стороны, это то честное, что со мной было, что со мной есть. Правильно будет сказать, что это та часть эмоций, которая будет вас сопровождать, и это нормально. Хотя, если вы некий бесстрашный, безответственный, я таких не встречала. Поэтому это нормально, что вам будет одиноко, без друзей, без семьи. Каждый раз будет шатать от мысли, что ну круто, зато попробую себя, испытаю в новых условиях. А вот ради чего все это? Я одна, на родном языке редко говорю, и в принципе, по большому счету, я здесь разговариваю в основном на английском, с теми испанцами, с которыми без вариантов, и мне важно что-то обсудить. Я говорю на испанском, но вот этот уровень эмоций, которыми можно поделиться на родном языке, естественно, ни с чем не сравнится. И я вот скорее про это. Сидишь такая на домашней вечеринке, и да, вначале из вежливости с тобой говорят на понятном тебе языке, а дальше ты просто вот тот самый вежливый слушатель, который все понимает, но все равно где-то в стороне от всех этих историй.
Это тоже нормально, но откуда резко возьмутся ваши друзья, если вы в родном городе с ними потратили годы и пуд соли съели, много шампанского выпили, литры кофе. И вот тогда вот тот самый уровень понимания и той самой поддержки. А здесь, ну, это же понятно. То есть сказать, что я к этому не была готова вообще, но к уровню разочарования по этому поводу я точно не была готова. И на самом деле в моем случае это оказалось самой большой проблемой. Тем не менее, дальше, естественно, вы столкнетесь, что в какую бы вы самую прекрасную, комфортную страну не переехали, всегда будет момент, что все по-другому. И ваш мозг будет сопротивляться точно совершенно тому, что все по-другому. И часто в негативном ключе. Хотя, если разобраться, и позже вы посмотрите на ту же самую ситуацию совершенно другими глазами. Ну, просто вы вышли из зоны комфорта, из нескольких зон комфорта одновременно по разным аспектам. И это раздражает, и это просто раздражает. Даже если это страна с близким вам менталитетом, все равно будет что-то очень отличное от того, к чему вы привыкли. Я, честно признаюсь, не скучаю ни по русским березкам, нет у меня такой адской ностальгии. Разумеется, по друзьям скучаю по московским улочкам, но это так, знаете, без драмы абсолютно. Тоже, я думаю, что вот в какой-то степени нормальное чувство. Хотя встречала переехавших, которые, как на английском говорят, homesick, сильно начали скучать по дому, и несмотря на то, что все, в принципе, отлично складывалось, вот это вот homesick заставило домой переехать обратно. Нет единого сценария, как действовать, могут быть только какие-то советы, рекомендации, и если понятно и логично для вас лично, то с радостью берите, пользуйтесь. Как я переехала в Мехико, почему Мехико и Мексика? В разгар пандемии за целый год я решила наконец-таки попутешествовать. Тогда, на тот момент, несколько стран были открыты. Одна из них Мексика. Мексика, кстати, никогда не закрывалась. Город был Мехико в тот момент в красной зоне. Это означало, что никакие рестораны не работали, только несколько из них на вынос. Везде маски, естественно, полупустые улицы. Можно было Walking Dead без декораций снимать. Тем не менее, я была до этого в Канкуне. Ну, в принципе, Канкун назвать прям Мексикой с той точки зрения, что вот я всю Мексику увидела. Ну, если не всю, то понятную Мексику. Это все-таки другая история, это курортная зона, там очень много американцев, канадцев. И сказать, что вот побыл в Канкуне, ты все про Мексику понимаешь, или хотя бы в какой-то понятной части. Нет. Я поехала в Мехико, потому что это столица. Мне захотелось увидеть городскую мексиканскую жизнь, не курортную. И, в общем-то, не ошиблась, все отлично было. Несмотря на то, что город был полупустой, я много гуляла, много фотографировала, много думала, смотрела. Я приехала, честно говоря, без особой мысли присмотреть город для переезда или что-то в этом духе. Нет, просто на уставший от пандемии мозг, наверное, где-то, честно признаться, не совсем, наверное, была довольна своей текущей жизнью, своими достижениями. Да, была работа, но, наверное, в тот момент я могу сказать, что и от этого устала не работать, а вот нужны были изменения. И я вернулась в Москву, и у меня как-то так очень быстро сложилось, было принято решение, но оно легло на решение. Я долгое время болела Барселоной и думала, как переехать, как там найти работу, по студенческой визе, не по студенческой визе остаться. Знала прекрасно, как, что, какая стоимость аренды жилья, с чем я могу там столкнуться, какая вероятность найти для иностранца работу.
То есть в моей реальности, в моей голове прекрасно существовала мысль, я представляла себе уже не в России, в другой стране, совершенно комфортно и свыклась с этой мыслью. Поэтому мое решение переехать в Мексику и в Мехико было достаточно быстрым. Плюс я говорю, что личный фактор, необходимость изменений. После пандемии мы все привыкли и лояльнее относились к переговорам в Zoom, к онлайн-проектам и так далее. То есть, на мое счастье, в тот момент мне удалось договориться на работе, что я какое-то время буду работать онлайн. Другое дело, что потом из этого ничего хорошего не вышло. Разница во времени и мое неприсутствие в офисе, в моей компании, да, это стало проблемой. И, в общем-то, это было понятно и логично, но это действительно очень помогло на первом этапе, абсолютно точно. И в тот момент, когда уже ничего не сложилось, естественно, было страшно, а что дальше, ну и где я работу найду? Накоплений у меня было немного, не мой конек, может быть, не то, чем стоит сейчас гордиться и так далее, но не было у меня накоплений невероятных. Для того, ну, помимо того, что любые накопления в любом случае заканчиваются, и, может быть, они даже в какой-то момент не сильно наличие больших накоплений мотивирует вот, смотреть по сторонам как надо и искать работу. Но в моем случае это стало тем самым мотивирующим фактором, что, ну, в общем-то, их немного, и через определенный период, очевидно, стал бы вопрос переезда обратно. Несколько месяцев, да, я искала работу совершенно случайно. Это то, на что, ну, что невозможно запланировать или на что невозможно рассчитывать вот прям заранее и точно. Но чтобы получить другой результат, я решила делать привычные вещи иначе. И одной из привычных мне вещей было то, что обращаться за помощью вот так вот напрямую, да, мне необходима помощь, я ищу работу. Это было то, что мне было непривычно. Это было тем непривычным фактором, с которым я не существовала раньше. Поэтому со всеми новыми друзьями, естественно, не превращаясь в некую мадам, которая там присядет на уши, и я в беде, мне нужна работа. Нет, но я не была человеком, все прекрасно, все хорошо, я тут в шоколаде. Да, нужна работа, да, вот такие навыки. И один из этих людей был мой новый друг, который предложил мне работу в его инвестиционной компании, я имею в виду, он в ней работал, это не его компания была. И, в общем-то, с учетом моего предыдущего опыта и образования, не скажу, что это сильно помогло, потому что было давно и почти неправдой, но, знаете, для того, чтобы босс обратил внимание на резюме человека, там, допустим, не просто с лингвистическим образованием, а с финансовым, сыграла некую роль. И я почти год работала в инвестиционной компании. Главный офис находился в Лондоне, а другой офис в Мехико. В прекрасном офисе, в высотном здании, в бизнес-районе Мехико, с отличной зарплатой, базисной, которая почти не снилась обычному мексиканцу. И это с учетом, что на тот момент я не приносила деньги компании, не приводила никаких клиентов. То есть это была та зарплата, на которой я спокойно жила, арендовала квартиру и много чего могла позволить. А дальше я получила документы. Естественно, это то, что меня волновало больше всего. Расскажу, как это происходит в Мексике. Чуть подробнее я обязательно сниму видео про программу урегулирования, которая прекрасное мексиканское правительство подписало и запустило для иностранцев. И это именно то, чем я воспользовалась.
На тот момент, момент был, уже прошло полгода, моя туристическая виза закончилась. Стал вопрос разрешения на работу от моей компании. На тот момент я в компании уже какое-то время поработала, зарекомендовала себя. Мы друг для друга поняли, что хотим дальше продолжать, я работать, а они видеть меня как сотрудника. И через юристов попыталась получить приглашение на работу, разрешение на работу. Каким образом это работает? В общем-то, без скучной бюрократии, если рассказать, что, во-первых, у компании должно быть разрешение принимать на работу иностранцев. Даже если ты иностранная компания, находясь в Мексике, приоритет, естественно, местное население. У тебя есть какой-то лимит иностранцев, которые ты принимаешь на работу. Плюс ты должен, как работодатель, доказать, что я обладаю некими уникальными знаниями, способностями, которые, местное население, никакой мексиканец пока не сможет восполнить. Для того, чтобы получить разрешение на работу, находясь в Мексике, тебе нужно выехать, обратиться в посольство, мексиканское посольство за границей. Не обязательно Россия, это может быть Колумбия, это может быть Коста-Рика. Я выбрала Колумбию по той простой причине, что были ближайшие даты для встречи в посольстве. В общем-то, я собрала все документы, поехала в Колумбию, подала все эти документы. И случился некий казус, что в посольстве со мной разговаривали только на испанском. В общем-то, с моим очень базисным испанским, представьте, что вам нужно сотруднику посольства, если не доказать, то произвести необходимое впечатление. На испанском у меня не было такой возможности. Мой следующий адвокат, забегая вперед, сказал, что это было что-то невероятное по той простой причине, что в посольстве просто как факт любой сотрудник обязан говорить на нескольких языках. И что у них не было сотрудника, который со мной поговорил бы на английском или с переводчиком, испаноговорящий сотрудник с переводчиком, это было очень неправильно. Но окей, Надя, с тобой поступили неправильно, сделай что-нибудь. Одним словом, мне отказали в визе. Я оказалась в ситуации с просроченной туристической визой, находясь в Колумбии. Через день я возвращалась в Мексику и должна была пройти еще раз процедуру того самого туриста, который просрочил визу, теперь заезжает еще раз. Еще нужно доказать, с какой целью. Кстати говоря, за просроченную визу здесь административное наказание. Это достаточно просто решается. Ты перед поездкой, перед тем, как ты выезжаешь из Мексики, оплачиваешь штраф. Штраф был чуть более 500 песо. Сейчас это 2000 рублей. Примерно. На тот момент, это было год назад, в общем-то, не самые большие деньги. Но визу мне не продлили, я выезжала, поэтому я оплатила штраф за просроченную визу. И, в общем-то, процедура действует таким образом до сих пор. Тебе не продлевают визу, ты платишь штраф за то, что ты его как турист просрочил. Дальше я заезжала в Мексику еще раз, показала документы, с которыми я ездила в Колумбию, то есть я начала издалека. Рассказала, с какой целью я выезжала, что мне нужно сейчас вернуться. Мне поставили 12 дней. 12 дней право находиться в Мексике. Было облегчение, с одной стороны, потому что мне могли отказать вовсе. И я даже не говорю про те вещи, которые в квартире находились. Я сняла квартиру, у меня начало складываться с работы. И, представляете, меня не пускают. Мне каким образом, поджав хвост, возвращаться в Россию без вещей, с частью документов, которые у меня были с собой. В общем-то, так себе была перспективка, но мне поставили 12 дней.
что тоже, в принципе, было не то, что я ожидала, скажем так. Но это лучше, чем отказ на въезде. А дальше я внимательно почитала сайты. В общем-то, моя рекомендация, как только вы выбрали, куда переехать, сразу же подписывайтесь на разные группы в телеграм-каналах. Мне удобнее Facebook по той простой причине, потому что не только администратор делает публикации, их делают те самые иностранцы, которые в той же ситуации, что и вы, и мне удобнее читать такие комментарии, находить самую важную информацию именно там. Поэтому всяческие группы Foreigners in Mexico, где угодно, да, куда вы там собрались переезжать, и их достаточно много. Women in Mexico. Вот прям на все подписывайтесь, потом сделайте селекцию, откуда приходит самая важная информация. Есть веб-сайт, очень мне нравится, там есть очень много статей по всяким юридическим вопросам. Go to Mexico. В общем-то, основную и самую важную информацию я получала там. Ребята делятся контактами разных сервисов по всей Мексике, то есть, в принципе, получить нужный контакт. И также в группе задать вопрос, все всегда поделятся. Окей, про это сказала. Так вот, начиталась я во всех этих группах про всевозможные визы, которые я в Мексике могу получить. Ну, какие варианты? Получить резиденцию в Мексике работает следующим образом. Вы сначала временный резидент, максимум 4 года. Проходит 4 года, вам автоматом меняют на постоянного резидента. Так вот, чтобы получить ту же самую резиденцию, вам нужно приобрести недвижимость. Там тоже есть очень много нюансов. У меня нет задачи рассказать про все программы. Тем более, если у меня нет личного опыта по этому вопросу. Я могу ошибиться в каких-то очень важных деталях, а все-таки цена ошибки в данном случае дезинформируешь человека, а вопрос серьезный. В моем случае выйти замуж я не планировала, учиться я здесь тоже не планировала, открывать бизнес на этом этапе тоже нет. Но, еще раз, как я говорила, мексиканское правительство для привлечения иностранцев, чтобы жили здесь, зарабатывали, платили налоги, тратили деньги. Есть программа урегулирования. В отдельном видео расскажу очень подробно. Коротко говоря, если вы до определенного года уже были в Мексике и сейчас решили остаться с просроченной туристической визой, это важно. Для вас есть эта программа, вы можете получить резиденцию. Нужно доказать, лучше со штампом в старом паспорте. Но в миграционной службе, по идее, эта вся информация должна быть. Другое дело, там, знаете, по какому-то стечению обстоятельств, но вдруг не найдут. Вы доказываете, что вы были однажды в Мексике, неважно с какой целью. Ну, с какой целью? С туристической, как правило. И вернулись, и ваша туристическая виза сейчас просрочена. Вот как раз та история, в которой я оказалась. Вы можете подать на резиденцию. Сразу скажу, что в моем случае было несколько ошибок. Это с адвокатом в компании и с другим адвокатом, которого я нашла через друзей. Один адвокат занимался моим разрешением на работу и не знал про другие миграционные программы. Другой адвокат, ну, по его словам, занимался именно миграцией. Но не поверите, я не знаю, в Мексике таким образом работает. Не делал ничего. Он меня кормил обещаниями. Ну, справедливости ради, надо сказать, что он с меня не взял ни копейки. Но он занялся моим делом, сказал, что все знает про программу миграции, но на этом все и закончилось. В общем, я с одним потеряла деньги, с другим время. И, наконец, нашла того самого моего адвоката, который до сих пор мне помогает по разным вопросам. В нужное время оказаться в нужном месте и обзавестись тем самым важным контактом. Но на это иногда уходит много времени и денег. Тот самый адвокат, собрав все документы, недолго занимает, справился за 1 неделю. Я заплатила
в миграционной службе, они меня спросили, хочу ли я на год, на 2, на 3 или на максимум на 4. Разница лишь в том, что ты заплатишь разную сумму денег официально в миграционной службе за ту самую услугу. Помимо этого, я платила адвокату за его услуги. Получилось в рублях, до сих пор считаю в рублях, мне так понятнее. Ну и для вас, если вы находитесь в Мексике, это стоило чуть больше 10 тысяч песо за 4 года, за 4-летнюю резиденцию. Столько же я заплатила за услуги адвокату. Ну и, в общем-то, 10 тысяч песо – это сейчас по текущему курсу 40 тысяч рублей. Или $500. $500 за услуги адвоката и столько же официально в миграционной службе за 4-летнюю резиденцию. Таким образом, я сделала себе документ, который мне позволяет неоднократно въезжать, выезжать и въезжать в Мексику. Я уже не тот самый турист с ожиданием, когда закончится виза и что делать дальше. У временной резиденции есть несколько видов. Одна из них с разрешением на работу и без разрешения на работу. Очевидно, упрощает жизнь. И я сейчас не скажу за все страны мира, но то, что я успела изучить, ну, скажем так, в разы проще, чем получить ВНЖ в Европе. Кто с этим сталкивался, не дайте соврать. Поэтому вот эта вот чудесная программа урегулирования, которая, насколько я знаю, до сих пор еще действует. Знаю, что есть услуги, тоже совершенно официально, с юристами, адвокатами, которые действительно разбираются именно в миграционных вопросах. И теоретически, даже если вы не были в Мексике до этого, есть варианты решения вопроса. Но я не юрист, но у меня есть контакт. Тот мой самый золотой фонд человеческих ресурсов и контактов здесь, с которыми чувствую себя более-менее спокойно. Так вот, ровно в тот момент, когда вы решили вопрос с визой, у вас есть разрешение на работу. Мехико – большой интернациональный город. Здесь очень много международных компаний, американских в том числе. Как с языком? Я умудрилась работать, говоря только на английском, на очень бытовом испанском. До сих пор я не говорю на испанском на том самом академическом и лингвистическом уровне, который поможет мне продолжить мое дело, которым я занималась в России, public relations. То есть это коммуникация, в первую очередь, это связи и язык. То есть, по сути, то, чем я занималась более 10 лет в России, превратилась в здесь. Ну, в общем-то, это не было для меня сюрпризом, драмой, трагедией. По поводу работы, да, сложно. Сложно, очень низкий уровень зарплат, очень дорогая жизнь, инфляция только растет. А иностранцу в Мексике, я скажу сейчас такую мысль, и опять же, она не основана на том, что у меня сейчас за дверью очередь, есть предложение по работе. Но иностранец здесь находится в чуть более высоком статусе, нежели местный. Иностранец – это автоматически более образованный человек, который может претендовать на более высокий уровень заработной платы. Но, опять же, это не то самое правило, которое работает везде, всегда и беспрекословно. Нет, конечно, нет. Ну вот такие основные мысли. Если что-то забыла рассказать, канал резиновый, запишу больше видео, вернусь к вам с другими мыслями. Я лично не пожалела. Более того, немножко пафосно будет звучать, но лучшее решение в моей жизни. Оказалось не так страшно, как казалось в начале, но сложно. Сложно, тяжело, очень много зависит от
личных факторов, с каким багажом, и я даже больше скажу, эмоциональным багажом, с какими задачами вы переезжаете. Я все-таки не бежала от проблем, я не бежала от политической, экономической ситуации в стране и так далее. Я не переезжала Меня никто не ждал с красной дорожкой, хотя, наверное, неплохо, правда ведь? Но моя вот история была такой. И в одни сомнений и тягостных раздумий мне не на кого было повесить. Ах, вот, я ради себя все бросила, переехала, а ты, сволочь такая, сумку мне не купил. Или вот, а мне здесь плохо, делать нечего, скучно. И вообще, вернусь-ка я обратно. Не было такого, и слава богу. Я была единственным, ответственным за все принятые решения, и это классно. Но вот, находясь здесь и сейчас, уже проще 2 года. 2 года. Я забыла сказать, что я переехала 2 года назад. В апреле будет 2 года. Так что, находясь здесь и сейчас, могу сказать, что будет легче. Когда? Не знаю. Я про вашу историю, когда вы почувствуете себя не совсем понаехавшим и переехавшим, когда найдете разные прелести в переезде даже, что до сих пор мир вокруг наблюдаете вот с теми широко распахнутыми глазами по разной причине. Потому что много нового, и потому что в эмиграции смотреть по сторонам важно. И я сейчас не про физический поворот головы. Поэтому есть много хорошего, и фокусируйтесь на этом. Если решили, не бойтесь ничего, а если есть те самые страхи, советую с ними подружиться. Они не испарятся, никуда не денутся. Подружитесь с ними, сделайте их меньше, чем они кажутся изначально. На этом все. Подписывайтесь на мой канал. У меня будет много историй про Мексику. Я пока смотрю на все на это с теми самыми широко распахнутыми глазами. Мне есть что рассказать. Рада буду, если не все, конечно, часть моих советов, наблюдений отзываются, помогут в каких-то вопросах. Все, не забудьте подписаться на мой канал, там больше видео о Мексике.